Всем доброго дня. Итак, друзья мои, я вам уже не раз дарила работы, связанные с 4 стихиями. Есть еще 5-я стихия, это эфир. Но мы сегодня о 5-й стихии говорить не будем. Дело в том, что в древние времена были представители этих стихий, которые потом стали невидимые для человеческих глаз. Если кто-то считает, что это всего лишь мифология или легенды, или выдумки, то я вам напомню, в частности, например, Коран, который говорит о том, что определенная раса существ, рожденных, созданных до человека, которых называют джинны, когда-то жили в тех местах, где живем мы с вами. Но после появления человека, не желая поклониться человеку и признать человека высшим существом, выше, чем они сами, они ушли подальше от человека, и они для себя попросили возможность скрыться от человеческих глаз. Им эту возможность дали. Естественно, духи и духовные создания, которые были и до джиннов, и некоторым по миллиону лет, они знали наших предков и прадедов, и начало и все цивилизации, которые до нас были, они изначально обладают этой возможностью не показываться на глаза человеку. Кроме всего прочего, если вы посмотрите мою лекцию «Матрица», вы поймете, что они хоть и свободно могут существовать рядом с нами, мы их можем не видеть, потому что у нас есть ширма. Нам не все можно видеть. Как сказал в своем труде один из святых отцов, если бы люди видели всех, кто вокруг них, многие сошли бы с ума. И во избежание, в общем, каких-то травм психических для человека, эти силы не показываются нам. И даже когда человек попадает там в аварию или что-то случается с ним, какая-либо катастрофа, он оказывается между мирами, его душа выходит из тела и путешествует он, пока находится в коме. Возвращаясь оттуда, если человек был мусульманин, он вам скажет, что он там встретился с пророком Мухаммедом. Если он был христианин, там верующий, имеется в виду, он скажет, что он видел Христа, Деву Марию. Если это был язычник, он увидел языческих богов и духов. Почему так происходит? Потому что они приходят, помните выражение «по вере вашей и дастся вам». Это все переписано из древних текстов, поэтому я привожу. Это не библейские высказывания только. Это мы знаем, как библейские высказывания. Это все переведено из древних манускриптов и как бы закрепилось в разных книгах, священных книгах народов мира. «По вере вашей и дастся вам». Вот для того, чтобы человеческая психика легче воспринимала и понимала, кто перед ним, они приходят в обличие наших предков, в обличие тех святых или тех богов, в которых мы веруем и так далее. Вселенские силы. У них между собой где-то война, где-то мир в каких-то сферах. Нам это не дано понять, и не наше это дело. А вот что касается нас, они придут к нам в том виде, в том обличии, в котором нам легче их воспринимать и понять. И вот много тысячелетий человечество менялось. Определенные существа, которые жили рядом с человеком, начали уходить в прошлое. В те времена, когда горела в избе, скажем, одна свеча, и собирались вокруг, зимой особенно, пряли или шили, или вышивали. Все женщины, соседки и проводили так время, потому что не было тогда ни телефонов, ни интернетов, ничего. И вот в этой полутьме избы рождались рассказы, рождались, скажем, легенды,
рождались эпосы, которые потом переходили из уст в уста и доходили до наших дней. Но в этих рассказах очень много и реального. Тот же самый темные царства и светлые царства, и Кощей, и, значит, похищение Василисы Премудрой, той самой, которая меняет за историю свое обличие, например. Из премудрой она становится покорной. Это говорит о положении женщины в обществе, о свободной, то есть от свободной женщины она превращается уже в идеальную служанку, потом опять освобождается какой-либо там революцией, переворотом, потом вновь начинается патриархальный строй. Это постепенно сменяет друг друга, но отслеживая, интересуясь данными легендами и рассказами, мы очень многое понимаем об истории человечества, что с нами происходило, какую деформацию, какие перемены перетерпевала наша цивилизация или те цивилизации, которые были до нас. Вот в древние времена, много тысячелетий назад, быть может, во время других цивилизаций, когда человек был ближе, намного ближе к мирозданию и мог общаться с силами, с богами, например. И что вы думаете, почему Рыжик вот так мяукал? Он мне подарок принес новый. Вот сейчас отпущу и продолжу наш с вами разговор. Бедненький, у него сердце бьется. Он маленький еще. Маленький еще птенец. Рыж, я тебе сколько раз говорила, птиц не ловить. Бедолага. Вот так. Пойду отпущу. Итак, много тысячелетий назад у каждой стихии были свои представители. Это были полулюди, полусущности. И в каждом из этих сущностей была частица стихии, частица человеческой души. Их по-разному называли. И каждая стихия имела свое место в жизни человека. Например, огонь – это защита и сила. Земля – это богатство, потому что земля – кормилица, земля, на которой мы живем, землю, которую мы покупаем, оставляем своим детям – это наше богатство. Воздух – это внушение, это власть над мыслью человека, это власть над знаниями, потому как считалось, что вездесущие ветра, они могут человеку дать и знания, и познания, и показать тайны, и показать то, что другим неведомо, поскольку воздух может побывать везде и всюду, как вы уже понимаете. Вода – это интуиция, это предвидение, это предугадывание, это седьмое чувство. Вода меняет свою энергию под воздействием каких-то факторов, и поэтому вода может, скажем так, открыть свои тайны и показать. И не зря просто на воде делали предсказания, да, например, над чашей что-то начитывали, и там появлялись определенные символы и образы, которые можно было понять и объяснить. Полулюди, полуогонь, носители энергии огня или жрецы огня назывались кхары. Они излучали определенные свечения. От них исходило от них фанило вот этой силой огня. И они очень редко могли наказать, поскольку огонь обладает энергией и уничтожающей, да, и мертвой энергией, и живой энергией. Огонь может и спалить, огонь может и согреть. Но их основная деятельность была направлена на улучшение жизни человека. Они помогали человеку защитить себя с помощью огня, исцелиться с помощью огня. И если мы хотим призвать кхаров или их энергию, мы должны через огонь с ними соединиться. Как это происходит?
Вот если вы хотите обогащаться, обогатиться энергией огня, и если вы хотите получить защиту огня на долгое время, вам нужно выбрать день. И вот 7 дней к ряду, например, начали с понедельника, заканчивать следующий понедельник. Проводите, значит, все. Не берете еще один понедельник. Имеется в виду, начинайте в понедельник все, и воскресеньем заканчивается, и следующий понедельник уже как бы вы завершили этот цикл. Неделя. Начали в воскресенье, заканчиваете следующее воскресенье. Вот этот цикл заканчивается. Уже забыла это слово, представляете? Ладно. Вам нужно создать огненный алтарь. Вам нужен источник огня. Вы можете взять какой-нибудь маленький такой атрушан. Вы можете свечи зажечь, их может быть много. Вы можете какой-то домашний камин взять. Вам нужно зажечь огонь и начинать читать. Вы можете включить какую-нибудь такую мелодию, которая вам помогает медитировать, например. Это определенное соединение с миром, с космосом. Проведите эти ритуалы ночью. Желательно после, например, 00, то есть после полуночи, когда космос спокоен, когда вокруг вас все спят, и более так свободно пространство. Нужно смотреть на огонь и читать. Читайте столько раз, пока вы не почувствуете легкое головокружение или что-то еще. На всякий случай рядом, но внизу поставьте какую-нибудь емкость с водой, мало ли. Огонь может быть и, скажем так, такой агрессивный, и такое бывает. Смотрите на огонь и читайте. Читайте, и вы будете ощущать тепло, вам будет горячо, у вас будет ощущение такое измененного сознания. Очень хорошее состояние. После того, как вы начитали, пару минут еще смотрите на огонь и потушите огонь. Можете эти свечи использовать в следующий день, когда будете это проводить. Лучше это проводить беспрерывно 7 дней. Потом снова повторить. Через некоторое время вы почувствуете, что тот огонь, который вы призвали, внутри вас поселился и беспощадно сжигает все ваши болезни и усталость. У вас будет ощущение, вот как говорят, горит на работе. Вот ощущение такое, что вы просто вот не устаете. Но это время от времени надо, конечно, повторить, потому что это как, знаете, батарейка, которая сядет через некоторое время, и снова нужно будет зарядить. Кому подходит какая стихия больше, вы поймете, когда проведете все эти работы. Потому что это не факт. Вы можете быть водолеем, но вам может подойти стихия огня. В некоторых культурах у водолеев, например, покровитель Молох, бог огня. Поэтому здесь не угадаешь. Здесь невозможно сказать. Смотря что воспримет ваш организм, ваше тело. Через некоторое время очень может быть, что другая стихия вам станет ближе. Итак, за одну неделю ко всем стихиям обращаться нельзя. Выбирайте, делайте постепенно, либо одну стихию выбрали, провели неделю, вам понравилось и достаточно. Время от времени проводите. Хотите экспериментировать, проводите с каждой стихией, но по одной неделе. Желательно. Тогда вы лучше почувствуете и поймете, который из них вам подходит. Слова следующие. Заклинаю силой живого огня. Животворящая сила огня, наполни меня, усиль меня, дай мне частицу могущества кхаров. Ярое пламя, освети мою дорогу, стань мне другом и подмогой. И я покорю непокоренные и исполню неисполненные. Истинно так. Еще раз. Заклинаю силой живого огня, животворящая сила огня, наполни меня,
усиль меня, дай мне частицу могущества кхаров. Ярое пламя, освети мою дорогу. Стань мне другом и подмогой, и я покорю непокоренное и исполню неисполненное. Истинно так. Второе. Нет. Значит, мы сейчас не по очередности пойдем, а немножко по-другому. Земля. Гнаи. Силы, полулюди, земляные создания, существа, которых называли гнаи в честь Геи или Гнеи. В некоторых культурах ее так называли, богини Земли. Деформированное название этих существ сегодня звучит как гномы. Так вот, гнаи, их было всего 12, но они были могущественны. Они регулировали, они разделили всю Землю и регулировали энергию Земли. Когда где-то энергия Земли становилась более отрицательной, они собирались воедино, создавали некий хоровод, поднимали определенные жезлы вверх и регулировали, усиливали, исправляли, в общем, какие-то недочеты, которые были на каких-то сторонах Земли. Отсюда вот эти вот сказочные создания с этими волшебными палочками. Так вот, гнаи точно так же существуют, но их племя стало больше. Однако основные 12, которые были, по счету 12 месяцев в году, 12 различных миров, которые были еще в шумеро-аккадской цивилизации и так далее. Вот эти и 12 апостолов тоже не просто так выбрано. Так вот, гнаи или гномы, которых мы так называем, но не в том понимании, в котором мы сейчас это знаем, а изначально первые основные и главные их называли гнаи. Вот обладатели силы Земли, которые придут к вам и соединятся с вами, и соединят свою энергию вместе с Землей. Что для этого нужно? Для этого нужно принести и посыпать в чашу землю. Не песок. Постарайтесь, вообще любая земля подходит, это земля. Но постарайтесь чернозем найти или с леса, или с сада, с огорода принести. Кладете левую руку, потому что это дорога к сердцу, и начинаете читать. Можете точно так же для медитации включить какую-нибудь мелодию, которая вам нравится. Читайте столько раз, пока точно так же не будет ощущения измененного сознания, пока немного вас так не затрясет. Можете убрать эту чашу точно так же, просто где-нибудь закрыть сверху и проводить 7 дней к ряду. Ночное время, опять же, темное время суток. Они тогда намного сильнее. А потом верните эту землю и посыпьте. Именно не на то место, где взяли, просто посыпьте. Верните обратно на землю. И почувствуйте себя более удачливым. К вам будут тянуться денежные потоки, потому что земля дарит богатство. Нужные люди, удачливые в делах, в финансах. Вы почувствуете это. И поэтому я говорю, что вы можете провести все, но нужно провести поочередно. То есть каждому из них посвятить 7 дней, чтобы у вас эффект был как положено. Если огонь дарит защиту и силу, внутреннее могущество, земля дарит богатство. Заговор следующий. Священная плоть Матери Земли, хранительница тайн подземелья, хозяйка гор, долин и полей, помоги мне в моих начинаниях. Силой всех, кто в тебе нашел вечный покой, помоги мне покорить непокоренное и исполнить неисполненное. О, Матерь Земля, дай мне частицу силы гнаев, заклинаю.
священная плоть Матери Земли, хранительница тайн подземелья, хозяйка гор, долин, полей, помоги мне в моих начинаниях, силой всех, кто в тебе нашел вечный покой. Помоги мне покорить непокоренное и исполнить неисполненное. О, Матерь Земля, дай мне частицу силы Гнаев, заклинаю. Далее. Воздух. Получеловеки, полувоздушные существа. Мы их называем феи. В некоторых культурах они остались. В скандинавской культуре, например. Но изначальное название этих существ – Аишты. Они помогали в искусстве внушения, покорения и подчинения своей воле. Они могли невидимо прийти и внушить мысль тому человеку, которому нужно было внушить эту мысль. К ним обращались, просили привести к ним любовь, просили покорить сердце юноши или девушки, просили помочь в торговле, внушить, что их товар лучше. Они духи, которые внушают, которые обладают определенной... То есть не духи, полулюди, да. Вот отсюда и название. Полудухи. Или полубоги, если вы знаете из греческой мифологии. Это создания, которые обладали возможностью внушения. И их призывали для того, чтобы навязать свою волю или кому-то что-то внушить. Обращайтесь к воздуху, открывая окно, неважно какое время года, и читайте столько раз, пока либо ветер не поднимется, либо вас немножко не зашатает, и отходите от окна. Точно так же, когда сумерки, когда солнце село, читайте 7 дней кряду, или 7 ночей, или вечеров. Можете точно так же включить какую-то музыку, медитацию, можете не делать этого. Заговор следующий. О повелитель ветров, о древняя сила, властитель бескрайности и крылатых ураганов, даруй мне силу внушения и проникновения в разум других. Помоги подчинить их моей воле. Дай мне власть над людьми. Поделись со мной частицей силы Аишты. И я смогу покорить непокоренное и исполнить неисполненное. Заклято. Хочу вам уточнить, что вы обращаетесь к стихии и просите поделиться определенной силой тех полулюдей, полустихии, которые были в древние времена, стать чем-то ближе к таким же и обладать такой же силой. О повелитель ветров, о древняя сила, властитель бескрайности и крылатых ураганов, даруй мне силу внушения и проникновения в разум других. Помоги подчинить их моей воле. Дай мне власть над людьми. Поделись со мной частицей силы Аишты. И я смогу покорить непокоренное и исполнить неисполненное. Заклято. Вода – это интуиция, предвидение, ясновидение, как я уже сказала. И полулюдей, полуводных существ называли водяные. Хотя сейчас осталось название только, то есть, как хозяина болота, как правило, или хозяина реки, или хозяина озера, их называют водяные. На самом деле, изначально это название было более широким, обширным, и оно касалось всех полулюдей, полуводной стихии. И поэтому, обращаясь к стихии воды, мы говорим это слово «водяные», и мы имеем в виду не хозяев болот. Мы имеем в виду тех самых людей стихии, если так можно, полулюдей стихии, полудухов.
Это была особая, определенная раса людей, которые существуют. Мы сейчас слились воедино и стали как бы человечеством. А ведь многие забывают, что у многих из нас, например, предки были жрецы, у многих из нас предки были купцы, у многих из нас предки могли быть потомственные рабы, кто угодно. Вот о чем речь. Мы сейчас стерли эти границы, но где-то там, в ментальном плане, эти границы как были, так и сохранились. Что нужно делать, когда вы обращаетесь к воде? Точно так же в темное время суток. Возьмите чашу, наполните чистой водой. Без газировки, понятно, просто вода. Можете родниковую, колодезную воду, можете из-под крана налить. Набирайте молча, без никаких разговоров. Ставите на алтарь и начинайте точно так же разговаривать с водой и читать это заклинание столько раз, пока у вас немножко слегка не закружится голова, не будет ощущения, что у вас вот такое вот состояние измененного сознания. После чего нужно выпить эту воду. Точно так же проводите 6 дней кряду. Это интуиция, это усиленное 7-е чувство, внутреннее я и прочее, что вам поможет в этой жизни. Вы можете, конечно, ко всем стихиям обратиться, каждому из них уделяя по неделю. И раз в году это провести на весь год вам достаточно. А можете ту стихию, которая вам конкретно в этой ситуации нужна. Не забывайте, что это те силы, которые управляют мирозданием, нашей жизнью. И в каждом из нас есть частица всех этих стихий. Итак, заговор следующий. Царица священная, Матерь всего живого, повелительница небесных, подземных, морских и речных вод, гладь моря и волны рек, ярость водопадов и холод льда, даруй мне осторожность и внутреннее видение, дабы я могла обойти капканы и победить врагов. Даруй мне часть силы водяных, и я смогу покорить непокоренные и исполнить неисполненные. Заклято. Царица священная, Матерь всего живого, повелительница небесных, подземных, морских и речных вод, гладь моря и волны рек, ярость водопадов и холод льда. Даруй мне осторожность и внутреннее видение, дабы я могла обойти капканы и победить врагов. Даруй мне часть силы водяных, и я смогу покорить непокоренные и исполнить неисполненные. Заклято. Итак, друзья мои, вот этот, можно сказать, заговор-оберег 4 стихий дарю вам. И уверяю вас, что эти заговоры, эти заклинания станут у вас, то есть для вас еще не просто еще одна подмога, а любимые, в список любимых работ войдут. Я знаю это. Желаю всем нам удачи и всех благ.